Всем привет, друзья! Я, как обычно, в очередной раз снимаю свои впечатления про новые отливанты. В очередной раз побывала я в распивочной, и что же я выбрала на этот раз? Я выбрала Микале Фананда, Байреда Библиотека и Шанель Алюр Сенсюэль. Ну, обычно я стараюсь брать что-то из ниши и что-то из люкса. Итак, первый аромат это Ананда. Без долгих предисловий. Я ничего из Микалев не пробовала до этого. Но хотела попробовать, много наслышана об этом бренде. И что же у нас здесь? Основные аккорды: фруктовый, сладкий, желтые цветы, пудровый и так далее. По нотам: груша, слива, черная смородина, лимон. Что я тут ощущаю? Груша. Ну да, груша есть такая свежая, сочная. Средние ноты тут мимоза, жасмин, фиалка, иланг-роза, базовые мимоза, белый мускус, ваниль. В общем, да, черная смородина, груша. Такая вот свежая фруктовость ощущается. И лимон, возможно, тоже дает кислинку. Мимоза, жасмин, фиалка. В общем, тут в средних нотах цветы. Как ни странно, этот аромат мне понравился на осень. Я не ожидала. Мне казалось, что это будет что-то такое весеннее, наверное, не по сезону. Но оказалось, что вполне идет на осень. Даже интересно, вот среди каких-то сладких, теплых ароматов, которые в основном мы носим осенью, как-то даже интересно поносить иногда что-то такое вот свеженькое. Даже какая-то постирочная нота в нем есть, порошковая. Но как-то это все смягчается. Чем же это смягчается? Возможно, слива дает, или иланг, или и то, и другое. Слива, иланг и ваниль, наверное, дает немножко такую вот сладинку и как бы немного запудривает аромат. Ну и мускус, конечно. Потому что вот эти вот цветы, они хоть и кажутся на первый взгляд такими кричащими, но вот что-то в нем есть такое вот пудровое, слегка сладенькое, что не дает ему скатиться в какой-то банальный свежак, в какой-то свежецветочный аромат. И вот под настроение осени, не знаю, как кому, но мне, например, нормально заходит осенью. Может быть, не на самый холод, но на такую температуру около 15 градусов, как сейчас, то отлично. Мне понравился этот аромат. Понюхала я там еще что-то, по-моему, что-то такое типа Woman in Gold или что-то в этом роде. И что же там еще было? Ну, было там 2-3 аромата Микалев, и мне этот больше всех понравился. Как-то вот он выбивается из всех моих ароматов, не похож ни на что, и поэтому я его выбрала. Потому что я всегда стараюсь попробовать что-то необычное для себя. Вот если слышу какое-то необычное звучание, то чего что-то ни на что не похожее, то я сразу это покупаю. Потому что, конечно, однотипные ароматы, они надоедают, и хочется чего-то другого. Да, этот аромат как-то он расширил мой кругозор парфюмерный. Может, мимоза тут дает такую вот необычность ему. Потому что остальные ноты вроде бы, да, просто там цветы, ваниль, мускус, вроде все привычное, даже слива. А вот мимоза, видимо, мне мимозных ароматов, по-моему, не было еще. Потом библиотека Байреда. Мне он показался похожим на Sensual Orchid от LM Parfums, или как этот бренд, по-моему, LM Parfums, такой прямоугольный в виде параллелепипеда. Черный флакон, Sensual Orchid называется. Вот почему-то очень как-то мне эти ароматы показались схожими. Я вот между ними выбирала. Все-таки библиотека мне показался поинтереснее. Хотя эту орхидею тоже очень все нахваливают. Ну, тоже, да, классный, приятный аромат. Такой сладкий, обволакивающий. Ну и библиотека, вот в ней что-то все-таки мне показалось интереснее. Аромат содержит в себе ноты сливы. На мой взгляд, он такой
несколько дает такое сухое звучание. Сейчас открою ноты, чтобы более предметно говорить по пирамиде, да, что я чувствую, что не чувствую. В общем, аккорды: фруктовый, кожаный, пудровый, сладкий, фиалковый. Насчет фиалкового возможно, как раз фиалка дает вот эту немножко припыленность. Вот, я думаю, что дает такую некоторую сухость и пыльность. Это унисекс аромат, древесно-мускусный. Слива, персик, верхние ноты. Ну, персик я как-то не особо здесь различаю. Сливу возможно. Потом фиалка, пион и в базе кожа, пачули, ваниль, мускус. Вот, возможно, фиалка что-то такое и дает. Ну, аромат действительно такой сладко-кожаный. Кожа тут такая мягкая, не грубая. Ну, не сказать, чтобы это прям какая-то такая нежная замша. Нет, такая она средняя, скажем так. Это не какая-то мужская кожаная куртка, но, скажем так, мягкая. Мне кажется, он как-то в женскую сторону больше все-таки. Сладости в нем достаточно. Сухой цветочный букет пиона и фиалки с оттенком мускуса. Среди слоев кожи и ванили появляются ноты сухого пачули. Ну да, вот он какой-то такой шершавый. Пачули тоже ощущаются. Ну, в общем, действительно, как общее направление фруктовых пачулей с добавлением фиалки. Так бы можно было бы его, в общем, охарактеризовать. Ваниль, мускус, пачули и кожа в базе. Ну, чтобы как-то сказать, что прям он библиотекой пахнет. Разве что вот эта сухость куда-то нас уносит в сторону вот этих сухих страниц книжных, да, вот именно сам переплет. Ну, в общем, для меня как-то ассоциации с библиотекой не возникает. Вот его сравнивают, кстати, с другим ароматом от LM Parfums, Арсеник Осман. Вот. А мне вот он на Sensual Orchid почему-то показался похожим. Видимо, тоже фруктовые пачули, вот это вот направление, скорее всего. Приятный аромат, да, вот в нем как-то тепло, уютно осенью, тоже такой вот есть осенний вайб. Прекрасно осенью заходит, ну, теплый, согревающий, фруктово-пачулиевый, немного с кислинкой. Похожего на него тоже у меня нет. Ну, чтобы как-то мечтать о флаконе, нет, скорее всего, нет. И есть третий аромат, это Allure Sensuelle. Давно я хотела его попробовать. Вообще, да, мне этот бренд Chanel как-то мало что я пробовала из него, поэтому хочу, конечно, больше что-то пробовать. Там был кристалл Chanel. Вот как-то там слишком все как-то зелено для меня, слишком как-то травянисто. Пока не поняла его. Я, конечно, его так нюхаю там из пробника. Там такой небольшой как тестер идет. И можно, ну, чтобы флакон не открывать каждый раз, чтобы понюхать. Там идет к каждому аромату такой маленький шариковый флакончик, чтобы можно было оценить аромат. Ну, конечно, я не наносила его на кожу. Возможно, стоит вот этот кристалл мне стоит взять 3 мл и поносить, чтобы как-то составить свое впечатление. Но вот почему-то все время он меня отпугивает вот этой прям какой-то такой тоже пыльно-зеленой нотой. Ну, может быть, и возьму, попробую все-таки трешечку. Ну вот Allure Sensuelle, всегда мне казалось, что мне он понравится. И действительно, когда я его понюхала из этого тестера, скажем так, то он мне понравился и, наверное, оправдал мои ожидания. То, что я ожидала от этого аромата, действительно, он стартует цитрусами, потом он такой более цветочный и запудривается
Такой пудрово-цветочный становится. Ну, вот эта кислинка цитруса, мне кажется, она как-то и не уходит, и до самого конца он такой вот цитрусово-цветочно-пудровый. Для меня. Ну, именно на аллюр у меня есть маленький был от Левантик аллюр. По сравнению с обычным ароматом аллюр, он, конечно, такой более, возможно, с вот этой цветочной сладостью. Аллюр он более какой-то зеленый, свежий, а этот аромат он такой пудрово-цветочный. Что тут по аккордам? По фрагрантике древесный, теплый, пряный, пачулиевый, пудровый, землистый и дальше. Ну, для меня, мне кажется, вот он как-то цитрусовый больше для меня, чем древесный. Теплый, пряный, но тоже как-то, не скажу, что прям он теплый. Пачулиевый, да, чем-то он напоминает Коко Мадмуазель вот этими пачулями. Немножко есть такое направление Коко Мадмуазель. Вот пудровый, да, действительно. Но вот почему-то аккорды, которые люди ставят на первое место, как-то для меня не очевидно здесь. Древесный, теплый, пряный пачули, ну, как-то не очевидно. Вот, как-то для меня все-таки он вот цитрусовый, цветочный, пачулиевый, возможно, так как-то. Ну, вот ирис действительно тут присутствует в средних нотах, вот и дает ноту пудры. И в базе пачули, ваниль, специи, сандал, ветивер, лабданум, лаванда, амбра. Прям 8 нот в базе. Тут, в принципе, да, ничего такого слишком сладкого и нет в пирамиде. Сухофрукты, ваниль, персик. Все, на этом сладость заканчивается. Ну, нот здесь довольно много. Но в общем и целом, да, он меня не разочаровал. Но как-то, вы знаете, почему-то не очень он по своей диффузии и стойкости. Не скажу, что это прям показатель на уровне Коко Мадмуазель. Но там намного больше. 2 пшика нанесешь, и уже пахнешь целый день. И мне кажется, что просто вся маршрутка пахнет. Здесь как-то слабенько я на себе его ощущала. Мне казалось, что он сидит близко на мне, близко к коже. Казалось мне, что никто, кроме меня, его не слышит. Поэтому, ну, буду, конечно, еще. Вот я сейчас на руку нанесла и сижу, нюхаю. Может, это туалетная вода, не парфюмерная. Может, в этом, наверное, скорее всего, разница в этом. То, что Коко Мадмуазель у меня в парфюмированной воде, а это, возможно, туалетка. Вот я не обратила внимания, когда там выбирала ароматы. Не обратила внимания, какая именно концентрация у них представлена. И они мне тут не написали ничего на наклейке. В общем, какой аромат из этих 3 меня больше всего, конечно, поразил, покорил, это Ананда. Что-то необычное для меня, непривычное, что-то, чего у меня еще не было. Скорее всего, нота мимоза тут выделяется. И выделяет его из моей скромной коллекции от левантов и флаконов. Ну, а библиотека и Allure Sensuelle это, в принципе, тоже хорошие ароматы, понравились. Но, скажем так, эффекта вау не вызвали. Напишите в комментариях, пожалуйста, пробовали ли вы что-то из этих ароматов, какое у вас впечатление о них сложилось. И также пишите, конечно, что вы планируете носить осенью, какой аромат для вас самый осенний. Вот уже 1 месяц остался, а я еще там планирую, что же я буду осенью носить. В итоге я разнашиваю от Леванты бесконечно какие-то, потому что покупаю за месяц их несколько штук, и постоянно я что-то разнашиваю, что-то для себя новое изучаю, и поэтому нет времени у меня носить мои старые ароматы. Вот так почему-то получается. Кстати, у меня есть копия Ксержов Naxos, а сейчас вот тоже совсем недавно на днях я купила от Леванта оригинального Naxos Ксержов, и сейчас тоже разнашиваю и сравниваю их, и буду снимать скоро видео сравнение этих ароматов, копии и оригинала тоже. Надеюсь, будет интересно. Подписывайтесь на канал. Тут все скромно, как бы всего несколько от Леванта в месяц. Всем хорошего настроения, хорошего дня и пока-пока.